Hi everybody, I'm very happy to welcome you at this introductory course. This course will be mainly devoted to grammar, because after you have finished the basic course, I hope that you have an understanding of English structure. And if in addition to this course that we are about to start, you will continue reading books, watching YouTube videos, listening to podcasts, attending speaking clubs, and taking this grammar course, so these 5 things will bring you to success. And if in addition to these things you do something else, for example, you continue doing yoga or Pilates or some other kinds of sports in English, you cook following the English recipes on YouTube, or maybe if you prefer doing presents yourself for your friends and relatives, you use Pinterest website, not Russian version, but English version of Pinterest, to make presents that will also help you. So you need to use English as a tool and brush up your grammar and develop your vocabulary. And these things will lead you towards success. And this course is not the key element. No, it's just a support for you to improve and develop your English. And we'll start with short revision of everything that we had in that introductory course. And the next week after that, we'll start our main part of the grammar course. So let's get started. В первую очередь мы с вами поговорим о порядке слов, about word order. Я надеюсь, что вы хорошо помните, что в английском языке строгий порядок слов, и предложения всегда начинаются с подлежащего, дальше идет сказуемое и дополнение. Мы с вами говорили о том, что этот порядок слов, в принципе, может меняться, не всегда он такой строгий, но на базовом курсе мы брали вот только основу, да, наша задача была закрепить основу, и уже на этом курсе по грамматике мы с вами разберем различные вариации в порядке слов. Но вот пока нам нужно четко закрепить основы. Итак, подлежащее действие дальше, то есть действующее лицо, то, кто или то, что выполняет действие, само действие, и дальше дополнение, то, над чем выполняется действие. И вот эти 2 элемента, подлежащее и сказуемое, в предложении должно быть всегда. И мы с вами говорили, что в русском языке у нас есть предложения, такие как, допустим, «холодно». И здесь мы видим, что нет ни действующего лица, нет ни самого действия. То есть никто ничего не делает. Что же делать тогда в английском языке с такими предложениями? Точно так же, как «зима», да? «Сегодня вторник». Учить английский интересно. Вот. Что делать, да, это вроде бы действие, но оно у нас не является, но это действие не является сказуемым, потому что это действие никто не выполняет. Мы просто так размышляем, что учить английский интересно. Она красивая, да, здесь есть у нас подлежащее, но нет действия. И что тогда в таких предложениях, как нам быть, да, если нет подлежащего, если нет действия, что же тогда нам нужно? Тогда нам на помощь приходит it, да, заменитель подлежащего. То есть it – это безличное местоимение, которое не имеет лица. У нас местоимение he – это местоимение мужского лица, she – это женское лицо, да, а it – оно безличное местоимение, оно используется там, где у нас нет подлежащего. Допустим, холодно, мы ставим его it, уже подлежащее есть. Теперь нам нужно найти сказуемое в этом предложении. Если у нас нет действия в предложении, то вы помните, я надеюсь, мы берем глагол to be, это глагол-связка, и в предложении он выступает в формах am, is, are. Если у нас подлежащее it, то нам нужна форма is. Мы ставим it is, и теперь добавляем холодно. It is cold. Дальше зима. Точно так же берем заменитель подлежащего it, заменитель сказуемого is, winter. It is winter. Сегодня вторник. Опять же, заменитель подлежащего. Прошу прощения. Как тебя убрать теперь? Вот. Заменитель подлежащего it, is. Дальше
что вторник и когда сегодня. It is Tuesday today. Учить английский интересно. Опять берем it, is. Дальше что? Интересно. It is interesting. Что делать? Учить английский. To study English. Да, it is interesting. Это у нас будет составное сказуемое. Сказуемое, состоящее из двух слов, из связки и дальше прилагательного. Это как? Это интересно. It is interesting. А интересно, что делать? To study English. Учить английский. И она красивая. Уже есть подлежащее she. И дальше связочка is. She is beautiful. Она красивая. Ну и на всякий случай напомню. Связка, форма глагола to be am употребляется только с местоимением I am. Is употребляется с he, she, it, то есть когда he, she, it является подлежащим. He is, she is, it is. И все существительные в единственном числе или неисчисляемые существительные. Допустим, a book is interesting. Milk is sour. Ну и на всякий случай давайте с вами проверим. It is cold, it is winter, it is Tuesday today, it is interesting to study English, and she is beautiful. Дальше давайте вспомним. Когда нам нужно сказать о том, что где-то что-то есть, мы используем с вами связочку there is, there are. Мы ее можем представлять, что это как какая-то подставочка, да, на которую мы кладем предмет. Вот если мне нужно сказать, что у меня, ну там, допустим, в сумке есть телефон, я мысленно ставлю сначала подставочку there is, дальше кладу мысленно, да, на нее телефон, there is a telephone in my bag. Почему вот хорошо это визуализировать, чтобы вам удобнее было разобраться с порядком слов, да? Нам нужно запомнить, что сначала подставочка, идет there is, либо there are, потом предмет на нее кладем, и потом уже говорим, где он есть. Да, допустим, либо я могу сказать, что карандаши есть на столе. Подставочка, мысленно на нее кладу карандаши, и мы видим, что сразу два карандаша легло на подставочку, значит, она нужна во множественном числе. There are pencils on the table, либо there are pencils on the desk. Ну и давайте тоже попробуем описать эту картиночку. Мишка, да, как нам сказать, что на столе есть мишка? Как сказать, что на столе есть две тетрадки, да? И либо же, как сказать, что перед столом есть стул? Давайте проверим. There is a bear on the desk. There are two notebooks on the desk. There is a chair in front of the desk. Ну, я думаю, что с этим проблем у вас не стало. Обращаю внимание, да, не забывайте когда множественное число. Вот, и давайте дальше разбираться с порядком слов. Еще раз вспомним, подлежащее сказуемое дополнение, а дальше, я надеюсь, вы помните, идет Moscow Times, то есть обстоятельства места сначала идет, потом обстоятельства времени. Вот давайте с вами посмотрим на эти предложения. Наша задача с вами найти вот соответствие схеме, да? My father helps sick people at the hospital every day. My father, вот я вам уже для удобства подчеркнула подлежащее. My father helps, это сказуемое у нас, да, наш глагол. Helps помогает кому? Sick people, больным людям. Вот оно вот оно дополнение, простите. Дальше. At the hospital. Где? Вот оно, да. Москва у нас символизирует место. Скажу тем, если вдруг кто-то забыл или не видел этого. Я говорила о том, что в базовом курсе, что в детстве мне сложно было запомнить в школе. Я для себя придумала вот такое Moscow Times, как газета, да, для меня была подсказка, что Moscow – символ места, и Times обозначает, естественно, время. Значит, где в госпитале и когда every day. Дальше. The questions that you ask give me a lot of headache. Вопросы, которые ты мне задаешь, доставляют мне много головной боли. Вот у нас действие у нас какое? Доставлять головную боль. Значит, а что доставляет головную боль? Вопросы, которые ты мне задаешь. У нас здесь с вами сложное подлежащее, которое само по себе состоит из подлежащего и сказуемого, да, то есть вопросы, которые ты задаешь, да. Но в это не будем углубляться. Нам самое главное, что мы выяснили основное действие в нашем предложении. Доставляют мне головную боль. Что доставляет головную боль? Вопросы, которые ты мне задаешь. Вот является подлежащим. Дальше доставляешь головную боль. Это сказуемое. И кому? Мне обстоятельства. И a lot of headache. Кого что? A lot of headache тоже обстоятельства. Дальше. Следующее. She bought a beautiful dress to wear to the party. Она что сделала? Купила что?
платье, и для какой цели, да, to wear to the party. Вот здесь у нас в этой схемке не показано, но нам главное соблюдать вот первые три. Вы помните с первого слайда, что они самый базовый порядок слов. Дальше. We will build a spacious house on the outskirts next year. Мы будем выполнять действие will build, будущее время, да, глагол в нашем будущем времени. Что построим? A spacious house, просторный дом, место где? On the outskirts, в пригородах. И next year, когда? Время. Дальше. My friends are waiting for me outside at the moment. Мои друзья are waiting, ждут, for me, меня, где? Outside, вот Москва, да? At the moment, в данный момент. И she, вот подлежащее, is, сказуемое, the most beautiful girl I have ever seen. Это все дополнение. Она есть кто? Самая красивая девочка, которую я когда-либо видел. То есть вам, когда вы строите предложение, постарайтесь и по-русски так говорить, чтобы немножко перестроился порядок слов, и потом вы и на английском станете так же говорить. Это достаточно простой, лаконичный порядок слов, подлежащее, сказуемое дополнение. Вот. Теперь мы переходим к отрицательным предложениям. И здесь важно вспомнить, что у нас отрицательное предложение образуется при помощи частички not. Но тут важно, что вот эта вот частичка not, она добавляется к вспомогательному глаголу. Всегда, обязательно. И по-другому быть не может. Есть другие способы образования отрицательных предложений без частички not. Но пока мы с вами используем вот только частичку not, и она всегда добавляется к вспомогательному глаголу. И вот теперь смотрим вспомогательные глаголы. Вспомогательные глаголы, вы помните, у вас там было дополнительное видео. Если вы его не помните, то я вам его пришлю, или я думаю, что я его сделаю в дополнительное видео к вводному курсу, да, вот пришлю на них ссылочки, чтобы вы их еще посмотрели. Вспомогательные глаголы зависят от времени, в основном, да, ну и модальные глаголы также выступают вспомогательными глаголами. То есть в каждом времени будет свой вспомогательный глагол. Давайте посмотрим. Первое предложение. Father helps sick people. Что это за время? Helps, да, глагол в первой форме, и к нему добавлено окончание s. Или суффикс s, как правильно говорить. Это, естественно, present simple. Мы вспоминаем present simple. Посмотрите, он вообще бедняжечка, у него всего лишь один глагол. Вот из-за этого он simple, простой, потому что образуется сказуемое из одного глагола. Да? Мы немножко напомню вам из курса школы, что сказуемое – это член предложения, то есть это роль слова в предложении. А глагол – это часть речи, которая обозначает действие. Так вот, в предложении сказуемое в английском языке может состоять из нескольких действий. То есть у нас может быть из нескольких глаголов. Основной глагол может быть и может быть вспомогательный глагол. Только вот помните, я вам говорила, что бедное несчастное время present simple, оно беспомощное, у него нет никаких помощников. И тогда на помощь ему приходит такая своеобразная мама Тереза, которая дает всем помощь. Does, вспомогательный глагол. Вот мы его берем, doesn't, к нему добавляем not. My father doesn't help sick people at the hospital every day, простите. Вот у нас получилось отрицательное предложение. Следующее. Вопросы, которые ты задаешь. Мы опять смотрим глагол, на глагол, чтобы определить время. Give мы видим. Опять всего лишь одинешенький глагольчик тут стоит. Сразу понимаем, что это present simple. И опять нам нужно наша мама Тереза, которая дает помощь всем. Do, да, вспомогательный глагол. Здесь у нас был папа, единственное число, поэтому вспомогательный глагол does, который звенит на конце, потому что he, she, it всегда звенит. Вот. А здесь у нас вопросы, которые ты мне задаешь, вопросы – это множественное число, поэтому нужно do вспомогательный глагол, и получается don't. Да? Мы к do добавили not, и not – это сокращенная форма. The questions that you ask don't give me a lot of headache. Опять смотрим. She bought a beautiful dress. Опять одно единственное слово. Опять мы понимаем, что это аспект simple. Только время уже не настоящее, а прошедшее. Потому что вот это неправильный глагол. Мы их должны с вами знать. И начальная форма это buy, а прошедшая форма bought. Вот мы здесь ее видим. She bought a beautiful dress. И понимаем, что это past simple, прошедшее простое действие. Опять нам та же самая мама Тереза нужна, но уже в другой форме. Мы форму вот do ставим в прошедшее время. Получается didn't. She didn't buy a beautiful dress to wear to the party.
She didn't buy. Она не купила красивое платье, чтобы надеть на вечеринку. А дальше все очень просто. Мы смотрим we will build. Это будущее время образуется при помощи вспомогательного will и первая форма. У нас уже здесь есть вспомогательное, нам уже ничего не нужно со стороны брать, мы просто к нему, к этому вспомогательному добавляем not. Получается we will not build a spacious house. Дальше my friends are waiting. Опять мы видим, сказуемое состоит из двух слов. И инговый, точнее, суффикс ing, и к нему же, к этому вспомогательному глаголу, вот раз он у нас есть, мы к нему просто добавляем not. Получается, my friends are not waiting for me outside at the moment. И дальше, she is most beautiful girl I have ever seen. Здесь у нас всего лишь один глагол, всего лишь, да, из одно слово. Но мы помним с вами о том, что глагол to be, он сильный силач, такой, ох. Вот, и ему не нужны дополнительные вспомогательные глаголы, поэтому мы прям к нему лепим частичку not. She is not the most beautiful girl I've ever seen. И теперь точно так же нам нужно с вами разобраться с вопросительными предложениями. Те же самые предложения, те же самые времена, вспоминаем порядок вопросительных слов. У нас на первом месте может быть стоять вопросительное слово, и вам их нужно повторить по вашим записям. Если вдруг вы пришли сюда со стороны и не принимали участие в первом курсе, то вам нужно будет, если вы подзабыли вопросительные слова, просто набрать в интернете и посмотреть. Эта информация сейчас вся в доступе, в легком доступе, да, не составит большого труда найти список вопросительных слов. На схемах мы их обозначаем буквами WH, потому что почти все они начинаются с этих букв. Дальше идет у нас тот же самый вспомогательный глагол. Кстати, почему я его обозначаю вот этими странными буквами? Потому что по-английски вспомогательный глагол – это auxiliary, и он начинается с этих трех букв. То есть вспомогательный глагол мы ставим перед подлежащим. Этот союз обязательный. Да? Если у нас есть подлежащее, то мы вспомогательный глагол ставим перед ним. Вот. Дальше идет у нас сказуемое и дополнение. И дальше Moscow Times, если они у нас есть. И вот смотрим. My father. Мы уже определили, что это present simple, вспомогательный глагол, вспомнили, что это does. Ставим его перед подлежащим. Does my father help sick people at the hospital every day? Дальше. Do the questions that you ask give me a lot of headache? Ох, забыла тут вопросительные знаки поставить. Ну, просите меня, пожалуйста, и поставьте их мысленно. Я все исправлю. Потом. Так, do the questions that you ask give me a lot of headache. Did she buy a beautiful dress to wear to the party? Все, тут вопросительным знаком должно быть украшено. То есть мы вот уже с вами разобрали на предыдущем слайде, что здесь present simple в первых двух предложениях и в третьем предложении past simple. Вспомнили вспомогательные глаголы, и их же мы просто переносим на первое место, но обратите внимание, что глаголы у нас в аспекте simple, в present simple, равно как и в past simple, стали в первую форму. Все потому, что вспомогательный глагол выполняет роль показателя времени. То есть у нас вспомогательный глагол does показывает, что вот буковка S ушла сюда, и он показывает, что это третье лицо, единственное число. У нас did показывает то, что это прошедшее время, поэтому глагол нет необходимости ставить в какую-то другую форму, кроме как первое. Здесь же will, build, are, waiting и is мы просто переносим вот этот вспомогательный глагол на первое место и ничего больше не меняя. Получается у нас will we build a spacious house on the outskirts next year? A question mark. Are my friends waiting for me outside at the moment? A question mark. Is she the most beautiful girl I have ever seen? A question mark. Знак вопроса. Я думаю, что это вам все вспомнилось, и теперь мы давайте с вами потренируемся. So, and your task is to translate the sentences, and remember that our focus is on the word order. Да, то есть акцент на порядке слов. Если вы вдруг сделали ошибку в написании слова, либо, может быть, что-то там неправильно выбрали время, ну, это, конечно, не очень хорошо, но не криминально. А вот если вы неправильно порядок слов написали, да, то есть сделали там ошибку, то вам нужно будет прослушать еще раз. Это не есть good. Поэтому you have 5 minutes, press the pause, translate the sentences, and if you are ready now, let's check. My friends
support me in everything. Да, мои друзья что делают? Поддерживают кого? Меня в чем? Во всем. I am reading a very interesting article now. This car is very expensive. Я надеюсь, что вы не забыли про связочку is. They will live in a new house next week. Теперь нам нужно сделать эти предложения отрицательными. Помните, из чего состоят отрицательные предложения? Что там является самым главным? Частичка not. К чему она добавляется? Обязательно. К вспомогательному глаголу. Okay, again, you have 3 minutes. And if you're ready, let's check. My friends don't, либо do not support me in everything. I am not, либо I'm not. Вот эти два слова между собой, am и not, мы не можем совместить, потому что это будет что-то непроизносибельное, да, amn't. I am not reading a very interesting article now. This car isn't very expensive. They will not live in a new house next week. Я думаю, что с этим вы справились. And now, you can guess it, we are going to build questions. Да, с вами сейчас построим вопросы. And again, you have, 3 minutes should be enough. If you are ready now, let's check. Do my friends support me in everything? Am I reading a very interesting article now? Is this car very expensive? Will they live in a new house next week? Видите, здесь все исправила и поставила все вопросительные знаки. Вот. Хорошо. А я надеюсь, что вы это все вспомнили. И давайте теперь еще одну маленькую вещь на сегодня с вами вспомним. Единственное множественное число. Здесь важно запомнить, что в английском языке по числам изменяются только существительные. Да, в русском языке у нас может быть «она красивая», «они» множественное число, «красивые», «я делаю», «они делают». То есть у нас все части речи изменяются по, как подлежащие существительные, прилагательные и глаголы изменяются по числам. В английском языке только существительные изменяются по числам. Мы знаем с вами, основной способ образования множественного числа – это когда мы добавляем букву «s» в конце. A table – один стол, two tables – несколько столов, 2 стола в данном случае. И напомню вам, что существительные, которые стоят в единственном числе, если мы о них говорим первый раз, то они идут с артиклем a. То есть a обозначает какой-то один. Вам даже на самом деле не нужно знать о том первый, второй раз или там третий, десятый. Если мы имеем в виду какой-то один, не совсем понятно какой, или какой-то один любой, то это всегда a. Да, a table, если множественное число, то это может быть либо количество, да, two tables, либо мы можем ставить неопределенное числительное some, неопределенное местоимение some. Да, some tables, какое-то неопределенное количество столов. An apple, да, если у нас слово начинается с гласного звука, то это an apple. Несколько яблок, 2 яблока, two apples. Либо же неопределенное количество, мы используем неопределенное местоимение some apples. Неопределенное местоимение some употребляется с существительными, которые мы можем посчитать, которые стоят во множественном числе, либо же с неисчисляемыми существительными. Допустим, some milk. Да, то есть молоко мы не можем посчитать, а, соответственно, это не может быть какое-то одно молоко. Дальше у нас с вами есть irregular nouns, неправильные существительные, которые меняют свою форму полностью во множественном числе. Допустим, a child – один ребенок, two children, либо some children, a man – один мужчина, two men and some men, a woman – одна женщина, two women and some women. Обратите внимание, буква O здесь дает звук И. Women. A mouse – одна мышка, two mice, либо some mice – 2 либо несколько мышек. Вот. И когда я вам говорила о том, что только существительные у нас изменяются в английском языке по числам, я немножечко не договорила о том, что в английском, как вы уже знаете, всегда бывают исключения. Вот. И в этом правиле точно так же есть исключения. У нас глагол to be изменяется по лицам и числам. Мы знаем, что is используется в единственном числе, и там, где третье лицо единственное число, а используется во множественном числе. Да? There is a mouse, there are some mice. There is some milk. И напоминаю еще, да, что с неисчисляемыми существительными мы используем глаголы в единственном числе. И точно так же глагол to be в прошедшем времени имеет
форму единственного и множественного числа. То есть форма глагола was для единственного числа, I was, he was, it was. Were для множественного числа, да, we were, my friends were, the books were и так далее. И есть еще один глагол, это глагол have, иметь, который изменяется по числам только в настоящем времени. Форма have используется для множественного числа и для местоимения I, то есть I have, и все остальное множественное число в форме have, а has используется в единственном числе. Ну, а в прошедшем времени и то, и другое, то есть эти две формы сливаются в одну, и для единственного, и для множественного числа мы используем форму had. Вот, я надеюсь, что это вам все вспомнилось. В следующих видео мы рассмотрим с вами времена, и потом третье видео будет на пассивный залог условные предложения и прилагательные.